Во время отпуска в Барселоне молодая женщина позировала перед собором Святого Семейства со своим отцом для фотографии, надеясь запечатлеть прекрасный семейный момент. Но позже, рассмотрев снимок, она заметила нечто шокирующее, что изменило ее жизнь навсегда. Дорогие зрители, напишите, откуда вы сейчас смотрите, и, если вам понравится эта история, не забудьте подписаться. Свежий утренний воздух Барселоны напоминал аромат моря. Температура стояла комфортная, и Клара Мейерс, 18-летняя студентка из Канады, наслаждалась прогулкой. Это был ее первый визит в Испанию, и глаза ее широко раскрывались от восхищения, пока она шла рядом со своим отцом, Ричардом Мейерсом. Они только что закончили утреннюю прогулку и направлялись обратно в отель. «Пап, нам нужно почаще устраивать такие поездки», — сказала она. Ричард усмехнулся. «Дорогая, мы истратили почти все накопления на этот отпуск. Если хочешь поехать снова, придется отказаться от своих интернет-покупок», — подразнил он. Клара рассмеялась. Сабрина, ее мама, встретила их у входа в отель, и вся семья села завтракать, обсуждая планы на день. Когда они дошли до собора Святого Семейства, Клару привлек уличный фотограф с современной фотобудкой. Мужчина, услышав их речь, с улыбкой предложил сделать снимок и распечатать его на магнитной поверхности. «Пап, пожалуйста», — взмолилась Клара. Ричард согласился. Они встали у ограждения с видом на собор. Фотобудка за секунды распечатала снимок. Ричард взглянул на фото и быстро убрал его в карман. «Можно посмотреть?» — спросила Клара. «Дома?» — коротко ответил он. Когда они вернулись в отель, Клара погрузилась в редактирование цифровой версии фото на телефоне. Увеличив изображение, она заметила на заднем плане урну и прикрепленную к ней листовку о пропавшем ребенке. На фото была маленькая девочка. Лицо казалось Кларе странно знакомым. Сначала она подумала, что это просто совпадение, но затем увеличила изображение, обострила резкость, и на секунду показалось, что она смотрит на себя в детстве. Позже, когда Ричард вышел выносить мусор, Клара и ее мама, Сабрина, отправились на прогулку и снова оказались у собора. Там они нашли Ричарда снимающего, ту самую листовку с урны. Клара спросила, зачем он это делает. Ричард отмахнулся, сказал, что не хотел, чтобы она расстроилась. Сомнения усилились, когда Ричард отказался показать детские фотографии Клары, сославшись на то, что они остались на домашнем компьютере. Сабрина поддержала его, но выглядела так, будто повторяет заученные слова. Вечером, когда Клара попыталась задать больше вопросов, оба родителя стали раздражительными и поспешно свернули разговор. Кульминацией стал момент, когда Клара снова увидела женщину, расклеивавшую листовки с изображением пропавшей девочки, прямо возле их здания. Подойдя к ней и выразив сочувствие, Клара увидела в ее глазах узнавание. Женщина была потрясена. Клару тут же оттащили родители и затащили в отель. Все поведение Ричарда и Сабрины стало угрожающим. Дома, втайне обыскав куртку отца, Клара нашла ту самую листовку и фото. Она сфотографировала их и, услышав тревожный разговор родителей в спальне, подслушала правду. Ее похитили 15 лет назад. Ее настоящее имя — София Хартман. Ричард и Сабрина — не ее настоящие родители. Разразилась буря. Ричард запер Клару в ванной после того, как ударил ее. Сабрина в шоке от происходящего ударила мужа тяжелой сковородкой, освободила Клару и велела идти в полицию. Та бежала по вечернему городу, сжимая в руках листовку и фотографию, словно это были ключи к ее прошлому. Клара добежала до ближайшего участка и рассказала свою историю. Полиция связалась с ее настоящими родителями — Эленор и Виктором Хартман. Воссоединение было эмоциональным. Когда она впервые увидела их лица были залиты слезами.
Мать не выпускала ее из объятий. Отец с трудом говорил от переполняющих эмоций. Результаты ДНК подтвердили истину, но и без них сомнений уже не оставалось. Кларе предстояло справиться с травмой, понять, кто она на самом деле, и начать новую жизнь. Ее ложная личность разрушилась, но на ее месте начала расти подлинная, с новыми возможностями, правдой и настоящей семьей. Они остались в Барселоне еще на неделю. Эленор и Виктор сняли квартиру рядом с полицейским участком и каждый день проводили с Кларой. Она задавала вопросы, на которые те отвечали сдержанно, с болью, но честно. О ее первых годах, о том, как они не сдавались и продолжали поиски, несмотря на то, что все говорили им остановиться. Полиция арестовала Ричарда и Сабрину. Им предъявили целый ряд обвинений, включая похищение несовершеннолетнего, подделку личных данных и применение физического насилия. Их задержание прошло без сопротивления, однако Ричард сохранял мрачное молчание, в то время как Сабрина, казалось, была эмоционально подавлена. Уже на следующий день Сабрина согласилась сотрудничать со следствием и дала подробные показания. Она рассказала, как много лет назад в Мюнхене они увидели 3-летнюю девочку, играющую в парке, пока ее родители разговаривали с туристами. В этот момент Сабрина будто оказалась под гипнозом. Она подошла к девочке, заговорила с ней, а затем быстро увела в сторону, где ее ждал Ричард. Все произошло так стремительно, что никто ничего не успел понять. Через несколько часов они уже пересекали границу в арендованной машине, используя фальшивые документы на имя девочки. Следствие оценило готовность Сабрины рассказать всю правду. Ее адвокат подал ходатайство о смягчении приговора, ссылаясь на раскаяние и помощь следствию. Однако прокуроры подчеркивали, что ее действия привели к психологической травме ребенка, изменили жизнь целой семьи и не могут быть оправданы только признанием вины. Судебный процесс обещал быть сложным, и судьба пары должна была решиться в ближайшие месяцы. Клара стояла на пороге новой жизни, все еще чувствуя внутреннюю боль и растерянность. Но впереди был путь. Тернистый, запутанный, полный вопросов, но теперь ее собственный. И каждый шаг вперед был шагом к восстановлению себя. Она записалась к психологу, начала вести дневник, собирала фотографии из детства, найденные у настоящих родителей, и медленно, по частям, строила заново свою личность. Когда отпуск в Барселоне закончился, она решила провести еще немного времени в Европе с настоящими родителями. Они поехали в Германию, навестили бабушку. Там, в окружении родных, Клара впервые почувствовала, что действительно дома. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.